Всем привет! Сегодня я приготовлю потрясающий и очень вкусный, всеми любимый торт Наполеон. Этот рецепт, этот вариант торта готовится очень просто и быстро. Коржи получаются максимально слоистыми и прекрасными. И вот что для этого мне потребуется. 330 грамм муки, 175 грамм холодного ледяного сливочного масла, 2 желтка, 75 или 100 грамм ледяной воды. Воду я держала в морозилке. Кстати, и масло тоже. 1 столовая ложка лимонного сока и щепотка соли. В чашу блендера высыпаю всю муку и добавляю соль. Сюда же высыпаю кусочки сливочного масла. Теперь начинаю взбивать несколько нажатий. Не перемешивайте сильно долго, просто чтобы все перемешалось, мука и масло. Далее добавьте желтки. Буквально одно нажатие. И вливаем воду. Добавляем сок. Чуть не забыли за сок. И воду. Воду добавляем понемножку. Конечно же, не всю. Аккуратно перемешиваем. Перемешивать надо, чтобы тесто вот немножко собралось. И все. Еще чуть-чуть. Как только тесто начнет собираться в комки, как на видео, все, воды достаточно. Долго мешать не нужно. Теперь тесто я перекладываю на рабочий стол и быстренько-быстренько собираю в комочек. Как только тесто собирается в комок, все, быстренько заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник примерно на 1 или 1,5 часа. Если мы будем долго перемешивать тесто, масло начнет плавиться, и тесто уже не будет такое рассыпчатое и слоистое, какое нам нужно. Кстати, если вы сильно спешите и вам нужно быстро сделать, тогда можно отправить тесто в морозилку примерно на 20-30 минут. Когда тесто постоит в холодильнике, посыпьте стол мукой и разделите тесто на 10 коржей. У меня прошло 1,5 часа. Сильно его не раскатывая, я вот так просто придавлю, придам ему, не знаю, круглую форму. Вот так. И сейчас поделю тесто. Надо работать быстро, чтобы масло не успело растаять и начать таять в коржах. Каждый кусочек подкатываю, ложу на тарелочку. Оставляю на столе только 1 кусочек теста, а все остальные прячу в холодильник. Кусочек теста сначала раздавливаю руками, чтобы он не трескался по краям, а потом буду раскатывать скалкой.
Я буду делать коржи диаметром 22 сантиметра, чтобы при выходе они были примерно 18 сантиметров. Просто придавливаю форму диаметром 22 сантиметра и отправляю выпекаться корж в духовой шкаф, разогретый до температуры 220 градусов. Коржи я перекладываю на свой любимый тефлоновый коврик и отправляю выпекаться примерно 5-6 минут. Температура выпекания 220 градусов. У меня вышло 10 замечательных коржей. Вы только посмотрите, какие они воздушные и какие они слоеные. Просто потрясающие коржики. Идеальные коржи для Наполеона. Когда приготовили коржи, теперь приготовим крем. Для крема нам потребуется 800 мл молока, 180 грамм сахара. По желанию можно ванильный сахар, чтобы крем лучше пах. 40 грамм муки, 40 грамм кукурузного крахмала, мука, крахмал и 200 грамм сливочного масла. Я беру всегда жирностью 82%. Теперь сахар всыпаю в емкость для смешивания продуктов. Добавляю туда ванильный сахар, муку и кукурузный крахмал. Хорошо перемешиваю. К сухим продуктам добавляю 2 яйца, перемешиваю лопаткой или венчиком. Вот такая смесь должна получиться. Теперь от общего количества беру молоко, добавляю в эту смесь, это примерно 150-200 грамм. Остальное молоко ставлю на медленный огонь. Добавляю частями и перемешиваю. Когда молоко закипит, я его снимаю с огня и буду тонкой-тонкой струйкой выливать сюда нашу смесь. И при этом постоянно помешивать. Мне не сильно удобно делать это перед камерой, но уже как получается. Теперь я возвращаю крем назад на огонь, постоянно помешивая, доведу его до кипения и до загустения. После закипания крем я еще поварю несколько минут, пока он не загустеет. Обязательно помешивайте, обязательно. И огонь должен быть маленький. Когда смесь загустеет, она у меня закипела, проварилась буквально несколько минут, и я сюда же добавляю сливочное масло. Я много раз пробовала разные варианты приготовления крема в Наполеон. Я делала, охлаждала эту заварную смесь и отдельно взбивала масло и соединяла потом. Так тоже можно, но мне так меньше нравится. Лично на мой вкус мне больше нравится растворять масло в креме. Тогда крем приобретает такой очень сливочный мягкий привкус. А когда масло взбивается, отдельно видно такие крупинки взбитого масла, которые плохо соединяются с заварным кремом, который на молоке. Это лично мое мнение, ну а вы делайте, как вам больше нравится. Как только масло растворится, я начну собирать тортик. Торт я буду собирать с еще теплым кремом.
Из раскатанных коржей и обрезков у меня получилось 11 коржей. Я сегодня не буду использовать крошку, поскольку тортик я буду украшать классическим способом. Это нужен торт на день рождения. Поэтому я буду использовать все 11 коржей в сам торт. Сборка классическая. Единственное, я привыкла и люблю собирать торты в кольце. По своему обыкновению я немножечко, примерно столовую ложечку, наношу крема на подложку, чтобы стабилизировать. Первый корж. Прекрасные коржи, очень воздушные, очень хрупкие. Выкладываю на подложку и сразу же устанавливаю кольцо формовочное, потому что я так люблю. Ну и чтобы крем не растек, чтобы ничего никуда не поплыло, потому что тортик будет немножечко высоковатый, я так думаю. А по итогу посмотрим. И буквально крема буквально 3 где-то столовые ложки, 3-3,5 выкладываю и растираю все классическим способом. Итак, корж за коржом. Если коржи немножечко отличаются, я немножечко освобождаю колечко. Ничего страшного. Продолжаю в том же духе. Учитывайте, что при сборке такого торта он еще осядет из-за воздушности коржей. Когда они пропитаются кремом, они немножечко утрамбуются. Когда я закончила собирать торт, я его отправляю в холодильник на ночь. И еще момент, верхний корж я покрыла кремом совсем чуть-чуть, для того, чтобы он утрамбовался и опустился ровно, потому что я его планирую покрывать ганашем. То есть будет украшение торта, как на красивый торт день рождения. Это будет не домашний вариант. И так отправляется торт в холодильник на ночь. При желании, чтобы торт не напитался посторонними запахами, его можно накрыть пищевой пленкой. Для того, чтобы сделать ганаш для выравнивания торта, я изобрела свой собственный метод. Для этого мне потребуется пропорция 1 к 2 масла и шоколад. Поскольку первое мое выравнивание будет, и вообще торт будет цветной, поэтому у меня будет белый шоколад. Для этого мне потребуется 100 грамм или 150, то есть 1 к 2, 150 грамм сливочного масла и 300 грамм белого шоколада. Белый шоколад я растапливаю в микроволновой печи короткими импульсами, а масло в течение 5 минут, 4-5 минут взбиваю. Для чего я это делаю? Хочу вам объяснить. Для того, когда я раньше просто, знаете, брала шоколад, топила и заливала в масло или масло в шоколад, очень часто он сворачивался. Есть еще такой момент, если отскочит масло от шоколада, его можно исправить постоянно миксером где-то минут 5 на большой скорости, взбивать, и все будет окей, оно опять масса объединится, все будет хорошо. Но есть еще один минус, что шоколад может свернуться, и тогда никакие взбивания не помогут, это уже проверено опытом. То есть мой метод я вам рекомендую, друзья, те, кто сталкивался с такой проблемой, и чтобы вы не выбрасывали много продуктов, если вдруг там шоколад отскочит, вы не знали об этом, тогда надо взбивать долго, и оно все назад восстановится, ганаш. Или же сделать таким способом, как я, просто масло, комнатной температуры, ничего не растапливать, ничего, просто взбить миксером минут 5. Я уже начала взбивать, сейчас я довзбиваю его, и шоколад начну топить в микроволновой печи. Поскольку
только я взбивала в высоком стакане пластиковом, в этом случае у меня масло намного быстрее взбилось, чем если бы я в чаше широкой взбивала. Все, маслечко у меня взбилось, теперь я дотоплю свой шоколад. Не забывайте шоколад короткими импульсами доставать с микроволновой печи и перемешивать, и опять ставить, для того, чтобы шоколад не свернулся. Когда шоколад растопился, я его буквально еще минутку-другую просто поперемешиваю, чтобы он немножечко охладел, остыл. После этого я аккуратненько, буквально вот одну капельку, одну чайную ложечку вот так вот масла взбитого добавляю к растопленному шоколаду и аккуратненько перемешиваю. И таким способом по чайной ложечке я буду вмешивать масло в шоколад. Кстати, окрашивать в нужный цвет такой ганаш нужно сначала его отбелить. То есть любая белая краска пищевая подойдет, которая именно жирорастворимая. Чуть-чуть осмелела я здесь. И таким образом вмешиваем все масло. Потом закрашиваем. Сначала в белый, потом необходимый нам цвет. И будем выравнивать тортик. Мой торт постоял в холодильнике ночь. Я его достаю, снимаю пленку пищевую, которую я сверху одела. И вот так вот ножом пройдусь по краям, чтобы его хорошо отделить от своего кольца. И снимаю кольцо. Посмотрите, друзья, какой ровный получился у нас тортик. Если бы мы его использовали для домашнего чаепития, то есть если вы будете его использовать для домашнего чаепития, его можно просто сверху посыпать остатками коржей, крошка. Но мы сегодня сделаем по-другому. Первый черновой слой наношу, конечно же, не окрашенным ганашем. Первый слой нужен для максимального выравнивания всех неточностей и чтобы все крошечки на торте склеились. Потом ставлю в холодильник до застывания. Такой ганаш застывает довольно быстро, до часу, и можно делать второй слой. Сделав первое выравнивание, отправляю торт в холодильник. Еще момент, когда выравниваете даже первый раз, старайтесь все делать качественно и аккуратно. То есть максимально выравнивайте бока и верх торта. То есть привыкайте к созданию четкой красоты с самого начала, даже в черновых работах, на первых, так сказать, черновых этапах.